Очень интересная штука, когда под настольную игру придумывают собственный мир, и при этом, когда прорабатывают его очень глубоко, дарят ему свое уникальное оформление и придумывают всякие плюшки, секреты, всякие загадочки, пасхалочки и шутки под это. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekmedia, на столе у меня сегодня «Изнанка». Это настольная игра, которую разработало издательство Hobby World, и эта игра рассказывает нам про мир Междугорья, то есть про земли Междугорья конкретно. Это такое странное место, в котором в какой-то момент проснулся вулкан, и мир, который похож на наш, схлестнулся с миром совсем не похожим на наш, с миром Изнанки. Изнанка вытаскивает из людей их естество, они меняются физически, это влияет и на земли, плюс с той стороны, со стороны Изнанки, в наш мир попадают монстры. Я бы сказал так, что если бы у Ведьмака и Gravity Falls была дочь, ее бы звали бы Изнанкой. В этой игре каждый из вас возьмет себе под управление одного из 4 героев. Все они уникальные, у каждого своя история, у каждого своя специальная способность, и каждый из них будет перемещаться по вот этому миру, стараясь выполнить свой собственный набор заданий. Плюс у вас будет у всех полноценный сюжет на каждый сценарий, и в зависимости от того, что там будет происходить по сюжету, вы должны будете делать тоже разные вещи. Но в первую очередь вам нужно будет перемещаться по миру, исследовать его, узнавать всякие интересные детали о нем, получать новые предметы, покупать новые предметы, прокачивать себе планшет, то есть своего персонажа, и рано или поздно дойти до финального противостояния. Я не говорю босса, потому что там реально противостояние, а не какое-то конкретное существо, которое вы будете бить, как обычно. В целом, после того, как я вам расскажу, как играется игра, вы увидите, что в ней много вещей похожи на те игры, в которые вы уже играли. Приключенческие бродилки, в которых вам нужно ходить по игровому полю, бороться с монстрами, проходить проверки и рано или поздно столкнуться с самым главным злом. Но здесь все это обернуто в обложку от уникального мира и напичкано большим количеством шуток, пасхалочек и отсылочек к другим известным произведениям. Давайте потихонечку разбираться, как играть в Изнанку. Итак, у каждого игрока будет свой планшетик, вот такой вот. На нем 5 ячеечек, 2 от снаряжения и 3 с жизни будут закрыты изначально. Каждый герой получит себе один предмет, который помечен его символом, и вот такую вот плашку. На этой плашке указана его специальная способность. Если перевернуть ее в какой-то момент игры на другую сторону, там эта способность будет более сильная. Также каждый герой получит себе набор специальных жетончиков, вот такой вот. Они соответствуют различным типам местности, которые вы видите на игровом поле. Они у нас есть разные. У нас есть леса, равнины, дороги и грибные поляны, а еще есть горы. По этим жетонам вы будете как раз передвигаться по разным местностям, но эти жетоны будут у вас использоваться для проверок. Этот мешочек вы будете потихонечку прокачивать, выкладывая в него все более мощные жетоны, вот из такого вот органайзера. Хотел бы сразу отметить, что у меня на столе сейчас лежит прототипная версия этой игры. То, что у вас будет в финальной коробке, оно немного будет отличаться. Вернее, возможно, даже будет достаточно сильно отличаться, потому что вот это все будет не из тонкого картончика, а из плотного картона. И даже правила будут немного отличаться, потому что мы, например, с автором, с Иваном Лашиным, с одним из авторов, уже поговорили после наших игр, и кое-что в правила было подправлено. Каждый герой также получит себе набор квестов, 3 случайных задания. На них указано, что вам нужно будет сделать, но вы увидите вначале только одно. А для начала вам надо будет прочитать предысторию своего героя и отправиться в вот такую локацию, которая у него указана. У каждого героя эта локация своя, и в принципе вы можете начинать. Здесь у нас 2 ряда предметов, которые будут на рынке. Это предметы обычные нашего мира, а это предметы изнаночные. Изнанка — это такая странная субстанция, которая, скажем так, волной накрывает часть мира и переворачивает его полностью. Люди становятся другими, там у них появляются лишние глаза, могут появиться лишние конечности, а еще в мир вылезают различные монстры, которые нестандартны для нашего мира. Там будут всякие медведодоны, но вот еще и, конечно, в Изнанке есть приятные вещи. Там, например, летают шмелы, и они делают шмет. А из него получается, как говорят герои, очень вкусная шмедовуха. Ну, короче, много-много разных там приколов происходит в этом мире, но у каждого героя есть своя мотивация. В частности, например, Каменекрат, он хочет найти специальные камни, которые позволят ему избавиться от Изнанки навсегда, заморозить вот этот вот портал в горе, и больше никогда, чтобы Изнанка не проникала в наш мир. Мадопа — это такой персонаж, у которого, скорее всего, один из таких именно камней во лбу. Его нашли в рюкзаке, подброшенным под дверь, и он пытается просто выяснить, кто он такой и что он, в принципе, делает, и для чего он нужен в этом мире. Охотник, он охотится на монстров, и 4-й персонаж
Это ревизор, некая сущность, которая вселилась в маленькую девочку, которая была в коме, и теперь ходит по этому миру, чтобы выяснить, почему она вдруг попала в это тело, а не в то, в которое должна была попасть, для того, чтобы разбираться с проблемами изнанки в этом мире. У персонажа у каждой своя история, и каждый сценарий, а игра сценарная, в базе, как я понял, будет 3 сценария, вы начнете вот с такой вот книжечки. У каждого сценария эта книжечка будет своя, в ней у вас будут такие вот абзацы, которые переводят вас на другие части этой книги, либо, соответственно, дают вам выбор или заставляют вас проходить разные проверки. И игра происходит в раунды. В частности, у нас есть специальный трекер, который будет все дело отслеживать. И изначально вот здесь фишка стоит на единичке, но потом вы передвигаете ее в начале первого кода вот сюда и читаете абзац номер 1. Он даст вам предысторию вашего сценария, и после того, как вы прочитаете, сделаете какие-то выборы, если вам нужно сделать выборы, пройдете какие-то проверки, если вам нужно было проходить проверки, придете к какому-то заключению, сможете начать играть. У каждого героя в свой ход есть всего лишь возможность подвигаться. Причем передвижение героев все делают одновременно, то есть игра в этом плане достаточно быстрая. В целом вся игра построена таким образом, чтобы была в игре максимальная динамика. У вас короткие быстрые ходы, у вас насыщенные действия, и у вас очень быстро двигается сюжет. При этом, если вы его не двигаете сами, то он будет двигаться вперед просто не так хорошо, как было бы, если бы вы его двигали сами. Так вот, в свой ход вы начинаете с того, что тянете 5 жетончиков из этого мешочка. Раз, два, три, 4, 5. И это будут ваши жетоны, которые вы сможете использовать на перемещение. В частности, если, например, я хочу переместиться в лес, мне нужно в сброс отправить жетон леса, и я перемещусь в лес. Если мне нужно пойти на равнину вот сюда, вот, я сброшу жетончик равнины и отправлюсь на равнину. А если я хочу перейти в ту локацию, жетон, который у меня нет, я просто трачу 2 любых жетона и перемещаюсь в эту локацию. Иду по таким, бросаю кубик, получаю то, что на нем написано. Опыт и деньги. Опыт позволяет нам прокачивать планшет, брать новые жетоны отсюда и добавлять их себе в мешок, тем самым получая более крутые жетоны, а также освобождать ячейки на своем планшете под новые предметы и под большее количество жизней. Обычно у вас будут лежать вот такие вот жетончики на игровом поле, которые будут обозначать, куда вам нужно прийти для того, чтобы начать выполнять свой основной квест. Важный момент в том, что вот эти задания, у каждого игрока, как я сказал, их будет 3. Если вы их не выполните, то вы не участвуете в финальном противостоянии. И игроки туда остальные пойдут без вас. Игра полностью кооперативная. Чем больше игроков будет в финальном противостоянии, тем по факту проще, потому что вы можете помогать друг другу своими способностями. Ну, плюс, соответственно, у вас будет кучка жетонов, которые тоже помогут в вашем совместном приключении в дальнейшем. Если вы их не выполните все 3, то сорян. При этом выполнять их выгодно, потому что вы за них получаете награду, даже если вы неудачно прошли проверку или вы не смогли выполнить условия квеста. При этом вы изначально можете ознакомиться с тем, что вам нужно сделать. Например, вот здесь вот мой Мадопа отправляется в культ гномов, культистов, и попав туда, понимает, что куда-то не туда забрел, и ему нужно принести жертву их божеству. Для этого нужно будет поскидывать предметов или денег на алтарь. Так вот, конечно же, в этот квест я не пойду исполнять его туда, если заранее не наберу денег или предметов, которые мог бы для этого сделать, чтобы успешно его пройти. И при успешном прохождении, если я сброшу предмет, я получу вот это себе, то есть прокачаю себе планшет, или, соответственно, смогу себе поменять жетон на более крутой. А при неуспешном я просто получу себе 2 опыта и потеряю 1 жизнь. При этом жизни здесь терять тоже немножко выгодно, потому что когда вы теряете жизнь, вы должны положить на нее жетончик вот так вот, и за это получаете опыт, который там нарисован. Вообще вся игра построена на том принципе, что ранение получать с одной стороны выгодно, с другой стороны невыгодно. Но об этом мы поговорим, когда будем разговаривать про проверки и про бои. Так вот, в конце своего хода, соответственно, вы можете оказаться либо на такой штучке, либо на одной вот из таких штучек. И эти штучки выкладываются на поле по сценарию. Обычно это будут, например, какие-нибудь монстры, с которыми вам надо что-то разобраться, или какие-то места, которые вам нужно осмотреть и так далее. То есть вы можете ходить в разные места и там заканчивать свой ход для того, чтобы повзаимодействовать с чем-то. Так вот, когда вы закончили свой ход, вы взаимодействуете либо со своим жетоном, как здесь, либо с жетоном самого сценария, либо можете повзаимодействовать с рынком. Либо, если вы не находитесь ни на одном из этих мест, например, вот здесь просто в пустом месте, где нет никаких жетонов, то вы можете отдохнуть и расслабиться. Если вы находитесь на рынке или в пустом месте, где вы хотите отдохнуть, расслабиться, разбить лагерь, вы тянете такую карточку, вскрываете ее, и там 2 части. Если, соответственно, вы пришли на рынок, читаете часть рынка, если вы пришли на отдых, читаете часть отдыха. Там будет небольшой сюжетный текст, и после этого с вами произойдет какое-то событие. Вы можете что-то получить или что-то потерять. А потом, вне зависимости от того, были вы на рынке или здесь, сможете восстановить себе полностью все жизни, а вот дальше идет отличие. Если вы на рынке, вы сможете купить себе предметы за деньги, которые у вас есть, а если вы на отдыхе, вы сможете потратить свой опыт для того, чтобы купить новые жетоны или сбросить вот эти жетоны с игрового поля, получая то, что на них написано, и открывать тем самым дополнительные слоты себе под предметы и под жизни.
События там достаточно забавные. Опять же, колода будет не такая маленькая, как я понимаю, потому что у нас здесь в коробке прототипной лежит только первый сценарий. И то лежат карт небольшое количество, которое не дает так много разнообразия, как будет давать базовая коробка, я надеюсь, по крайней мере, потому что это прототип. Купили предметы, если вы на рынке, прокачались, если вы на отдыхе, а альтернативно ваши герои, ваши друзья могут быть в других местах. И, например, если я нахожусь на собственном квесте, я буду зачитывать то, что написано здесь. Также прочитаю сюжетный текст, также приму выбор или выполню какое-то условие, пройду проверочку и за это что-то получу. Поскольку вот эти вот события, они случайные, хотя говорят, что в дополнении будут цепочки героев, связанные с их личной историей, и там даже будут книжки под каждого героя, что, на мой взгляд, очень интересно. Но вот в базовой коробке интереснее гораздо сюжетные текстики. Так вот, когда вы доходите до такого монстрика, у него написано, во-первых, что вы должны открыть. И это абсолютно другая книжечка. Видите, у нас там была до этого книжка, в которой нарисован буклетик просто, а здесь буклетик с мечом. Вы берете вот такую книжечку, открываете ее на страничке с нужным номером и попадаете на монстра. Берете свою фишечку, ставите ее на старт. Те жетоны, которые вы не потратили, убираете обратно в мешочек. Они могут вам пригодиться. И это есть некоторая тактика игры, потому что у нас жетоны есть со значением 1, 2 и 3. Вот такие вот они могут быть. А также у них есть обозначение территорий. То есть у вас какое-то количество жетонов осталось в мешке. Далее вам нужно будет проходить вот эти шаги. Вы потихонечку начинаете тянуть жетоны. И тянете жетон номер 1. И дальше смотрите, если такой жетон есть, там указание куда-то, вот, например, у меня здесь двоечка, а здесь верхняя грань 2 показывает. Я пойду по верхней грани. Если у меня здесь выпала бы единичка, мне пришлось бы идти по нижней грани и получить урон. И как здесь получают урон? Если бы я вытянул бы единичку, это просто очень прикольная механика, поэтому я расскажу про нее подробнее. Единичку вытянул, я пошел бы в нижнюю часть. И этот жетон я должен был положить сюда. За это я получил бы себе 1 опыта. Но этот жетон был бы у меня, считайте, по факту заблокирован. Для того, чтобы бороться со всеми этими жетонами, здесь будет целая куча предметов. И некоторые предметы из них запускаются как раз с жетоном, который вы вытянули. То есть, если у меня был бы вот этот предмет, я мог бы этот жетон положить сюда. И считайте, у меня нет жетона. Здесь оно как работает. Если у вас жетон подходящий под одну из этих штучек, вы идете дальше. Если не подходящий, читайте эффект, который написан там. Так вот, мог бы использовать этот предмет. Мог бы использовать какие-то другие предметы. Есть предметы, которые используются за золото, которые потом сбросятся и так далее. Но, допустим, я пошел по этому жетону вперед, и до этого где-то уже потратил свой предмет прямо в этом же бою. Тяну дальше. Лес. Здесь нет, здесь равнина и вода. Леса нет, но лес это единичка. Иду сюда, получаю еще 1 урона. За это получаю еще 1 опыта. И пробую пойти дальше. Посмотрим. Здесь единичка. Иду сюда, получаю урон. И 1 опыта. И иду дальше. Там требуется чисто вода. И вот если до конца своего мешка я не вытяну себе воду, я проверку эту не прошел, и я пойду в красную часть. Если же я каким-то образом вытяну себе воду, или смогу сотворить себе воду, используя свои предметы или какие-то способности, потому что, например, мои друзья могли мне помочь, сказать, что, типа, вот, например, там вот у охотника есть способность, которая говорит, что твой друг может получить ранение, например, и просто пройти вперед. Или, например, если бы там была гора, а не вода, я могу сказать, что я потрачу вот этот предмет сюда, и он станет горой, я перейду сюда, и дойду до конца, и буду читать зеленую. Если я дошел до конца, читаю зелененькую, не дошел до конца, читаю красненькую. После этого, конечно же, что-то происходит. Давайте дам немножко предыстории. Первый сценарий связан с тем, что в городе, основном городе, вот это Междугорье, появился цирк. Никто не знает, откуда он появился, зачем он появился, но из него разбежались всякие странные твари, монстры. И вас просят этих тварей изловить и вернуть в цирк. И вот, в частности, если вы побеждаете в этих небольших стычках, вы этих монстров ловите и отправляете в цирк, вот сюда. Если нет, с ним происходит что-то другое. Конечно же, очень хорошо, когда вы успешно проходите квесты. Потому что чем больше квестов успешно пройдете, тем вам будет легче в финальном противостоянии, ну чуть-чуть. Таким образом вы двигаетесь по сюжету. Но это не единственное, что будет вам встречаться в этой книжечке. В этой книжечке, кроме монстров, вам будут также встречаться локации, в которых вам нужно что-то сделать, что-то поискать, куда-то добежать, с кем-то поговорить или что-то найти. Они проходят по той же самой схеме. Здесь есть условия на точках, на которых вы останавливаетесь, для того, чтобы идти дальше. Не можете идти дальше, тяните жетон новый. И также в случае, если у вас вышел неподходящий жетон, вы смотрите, что случилось. И можете получить 3 дюлей. После того, как все игроки закончили эту фазу, а вот эта фаза уже идет как раз по очереди, потому что каждый будет отыгрывать свою часть, и может нескольким игрокам понадобится одна и та же книжечка, поэтому здесь вы играете по очереди. После того, как все сделали по очереди это, все жетончики, кроме тех, которые лежат на жизнях, у вас с планшетика сбрасываются.
Предметы, которые у вас были бы одноразовые, уходят из игры. Предметы, которые у вас ломаются при использовании, отправляются в хлам, и вы сможете их починить во время отдыха. Этот жетончик переезжает вот сюда, вы читаете снова абзац текста, продвигаетесь по сюжету немножечко и ходите дальше. Это игра в каком-то плане гонка со временем. Если вы не будете успевать выполнять задания, которые вам дают общие, а при этом параллельно выполнять свои, то, скорее всего, вы обломаетесь. Потому что если вы не выполнили свое задание, вы не попадаете в финальную часть. Если вы не выполнили общее задание, хотя бы частично, так, чтобы он вам сказал, что вы доходите до финала, то вы проигрываете сразу. Если, соответственно, из вас никто не дошел в финал, то тоже, соответственно, проиграете из-за того, что вы все не собрали свои квесты. Но рано или поздно вы дойдете до финального противостояния. Финальное противостояние играется на абсолютно другом поле. При этом у каждого сценария оно будет свое. Пока я не убрал это, я хотел бы отметить, насколько красиво сделана игра. Здесь вот куча мелких деталей различных, интересных, которые даже прикольно просматривать просто. Но теперь убираем. Финальное противостояние первого сценария «Незваный цирк» происходит вот на такой карте. Вы ставите свой жетончик на старт, и если вы хорошо проходили сценарий, вам позволит пройти сколько-то шагов вперед. А дальше механика игры сохраняется та же самая, но только теперь она будет происходить у вас совместно. Каждый из вас будет тянуть один жетончик из мешка, и если там нужный символ, хотя бы у кого-то есть, то за каждый такой символ вы продвигаетесь вперед. А кто нужный символ не вытянул, тот получает себе триндюлей. И могут дойти до финала не все. При этом не забывайте про то, что ваши способности персонажей вы можете использовать друг на друга, а предметы можете использовать на себя для того, чтобы модифицировать свои жетончики и двигаться вперед, не получая люлей. Здесь есть специальные точки, вот здесь вот, которые дают вам специальные карты. Это карты-объекты. Также эти карты-объекты вы можете получать в ходе своих приключений. Некоторые абзацы текста будут говорить вам, что получите определенную карту. Это все время карты сюжетные. Я поэтому не буду их, наверное, спойлерить. Их там вот так вот покажу. Их много разных. Там будут и просто картинки, которые могут дать вам подсказку, что будет происходить дальше или что происходило. Там будут и квесты, которые отправляют вас по сторонней веточке немножечко. То есть, если, например, вам не удалось какого-то из монстров забороть, может быть, вы узнаете, куда он сбежал дальше, и с помощью этой карты сможете его выследить. Там будут и всякие карты, которые смогут вам помочь в дальнейшем, и при том, что это не предметы, соответственно, как бы они у вас слоты не занимают. Целая гора карт, которые могут быть вам полезны, если вы сможете их найти. При этом за одно прохождение сценария все карты вы найти не сможете. В данном случае дам пример. Когда вы будете прыгать через огненное кольцо, карта, которая лежит здесь, которая ведет вас к огненному кольцу, будет связана с огненным кольцом и сделает вашу жизнь труднее. Да, здесь вы попадаете в этот самый цирк, и вам надо добраться до главного конферансье. И вы будете двигаться по вот этим вот слотам, ячеечкам, а в какие-то моменты у вас будут выборы. Либо, например, пойти по более длинной дорожке, но менее опасной и менее сложной, либо пойти по более сложной, но более короткой. И, например, вы идете сюда, потом идете сюда, возвращаетесь вот сюда вот дальше, и дальше опять развилочки. Вам нужно дойти до самого конца. Если вы дошли до самого конца, вот рамочка помечена, эта клеточка, то вы читаете параграф 37. Не дошли, читайте 48. Кроме всего прочего, в игре также есть достижения. Вы будете помечать у себя в специальном листочке галочками, и они будут сказываться в дальнейшем на вашей игре. И их вы, конечно, тоже за одно прохождение все не увидите. Не просто так, вот даже на первый сценарий здесь достаточно много карт. Мы при первом прохождении открыли всего 4 или 5 из них, то есть мы все не увидели. То есть, в принципе, поиграть во что есть даже после первого прохождения, проходя сценарий по новой. Поэтому игра вам сама говорит о том, что вы можете либо пойти в новый сценарий после этого, либо, соответственно, вернуться к тому сценарию, который вы уже проходили. Каждый раз сценарий вы начинаете с нуля, предметы у вас не сохраняются, прокачки у вас не сохраняются, ничего не сохраняется, вы дальше, соответственно, продолжаете играть, как будто вы только что вошли в сценарий. Интересно то, что все вот эти карты и различные сюжетные развилки в книжке приключений, а также из ваших квестов дают все немножко больше понимания о том, что это за мир такой изнанки. И он, на мой взгляд, показался очень интересным. Авторы продумали его хорошо, и в какой-то момент мы даже с ребятами, пока играли, подумали, что было бы неплохо в ролевку по такому миру сыграть. Надеюсь, может быть, рано или поздно когда-нибудь эта ролевка появится. В игре большое количество различных иллюстраций, не очень большое количество текста. Игра сама по себе по правилам не особо сложная, то есть вы разберетесь к концу второго раунда, что надо делать для того, чтобы играть в нее более-менее нормально, а вот как в нее выигрывать вы разберетесь, скорее всего, только после того, как провалитесь или все-таки пройдете теоретически первого босса. И вот как раз эта часть мне в игре понравилась больше всего. Того, что вы
узнаете кусочки информации и постепенно складываете ее в то, что такое мир изнанки, как в нем взаимодействуют персонажи, кто ваши персонажи, кто ваши враги, кто все вот эти монстры и так далее. Постепенно у вас вот эта вот картина рисуется. Я такое в играх очень люблю, когда у вас изначально есть некоторая загадка, потом эта загадка постепенно разгадывается потихонечку, но все равно некоторые вопросы остаются, и, возможно, их раскроют в дополнениях. И, возможно, если вы играете много в настольные игры, то принципиально нового в изнанке вы ничего не увидите в части геймплея. Но она с лихвой покрывает это своим сюжетом, своими поворотами, своими иллюстрациями и всем вот этим вот миром, который придумали авторы. Хотя даже в игровом процессе вы найдете некоторые фишки, которых я, например, в других играх не видел. Мне очень понравилась механика того, что вы, обложившись различными предметами, можете, скажем так, перетягивать жетоны на них для того, чтобы получать полезные способности и менять исход игры, но при этом не получать ранений. С другой стороны, вы можете получать ранения и за это получать опыт. В финальном противостоянии, правда, этого уже делать не стоит, потому что вам там уже опыт не поможет, но как бы в процессе подготовки вы можете это сделать. А так, конечно же, собираете свою группу приключенцев, идете в приключения, проходите свои квесты, проходите общие квесты, качаетесь, набираете кучку снаряжения, прокачиваете себе планшетик и идете разбираться с финальным боссом, он же злодей или он же финальное приключение. И вот я намеренно не стал вам рассказывать про мир изнанки, что мы выяснили в первом походе, чтобы вы сами для себя это все раскрывали. Поэтому, если вам хочется попробовать клево оформленную игру с интересными нарративными составляющими и быстрым динамичным игровым процессом, потому что партию можно разложить за 1,5 часа, полноценную вполне, но может быть чуть-чуть побольше, если вы играете вчетвером, и узнать много интересного из того, что напридумывали авторы, то изнанка вам вполне подойдет. А мне будет интересно узнать, что там за камни бесконечности, которые собирает Камникрат, и почему у меня, как у Вижена, у моего персонажа, в смысле у Мадопы, один из них торчит во лбу. И это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока.